и Анастасия замужем за китайцем. Браки с иностранцами запрещены, если ты занимаешь какую-то должность в партии. Я познакомилась с женщинами, у которых абсолютно другое восприятие родов. Китай переживает сейчас настоящую гендерную диспропорцию. Ты вышла замуж до или после этого? Да, это новый фильм. Китайцы действительно, они умеют ухаживать за девушками. И я слышу, что кто-то за моей спиной обсуждает мою фигуру. Oh, sorry, excuse me, my friend. We laugh, we joke, we sing. What a beautiful day. В этой камере Настя хороша? Она без камеры хорошо. Нет помады на губах, на зубах? Есть. Есть. Хлопнуть не забудь. Я подожди, вопрос первый прочитаю. Всем привет, меня зовут Юля. Что я говорю, как будто новости читаю? Всем привет. Всем привет, меня зовут Юля Абрамова, и это мое интервью-шоу о людях, которых вы не знаете. Кто эти люди? Как выйти замуж за китайца и жить богато? Именно это Яндекс.Поисковик выдает при запросе «Замужем за китайцем». Есть ли место любви или все дело не в этом? Или все дело в огромном влиянии Поднебесной на мировую экономику? Сегодня в гостях у меня Анастасия Бурик, и Анастасия замужем за китайцем. Привет, Настя. Привет, Юля. Когда я спросила, как бы ты хотела, чтобы я тебя представила, ты сказала сказать. Когда я спросила, как бы ты хотела быть представленной, ты попросила меня сказать о том, что ты доула. Я загуглила, потому что я не знала, что такое доула, и это помощница при беременности и родах. Да, ты права. Ты первый человек доула среди моих знакомых. Как ты к этому пришла? На самом деле я к этому пришла из личного опыта. Я была замужем какое-то время, и мне закралась мысль, вдруг я забеременею, что мне нужно делать? Потому что я как бы понимаю, да, физиологию этого всего, но я не знала, как к этому готовиться, как это проживать, что мне нужно делать, что мне нельзя делать. Я записалась для курса на беременных. И на том курсе я познакомилась с женщинами, у которых абсолютно другое восприятие родов, у них другие истории, они просто рассказывали какой-то нереальный космос, о том, что это может быть не больно, это может быть приятно, к этому можно подготовиться, научиться. И я настолько вдохновилась их историями, что я захотела делиться этим с другими. И пошла на обучение доули и также инструктор йоги для беременных. И ты преподаешь здесь, в Китае? Да. У тебя своя школа? Я снимаю зал, да, я набираю свои группы и преподаю. У нас наконец начинается понимание процессов родов, какой-то любви к телу, забота о себе, мы более возвращаемся к истокам, к чему-то природному, и найти здесь таких специалистов действительно очень редко. Я рада, что девочки нашли меня, я нашла их, мы создали такой вот женский круг, где мы друг друга понимаем, слышим, помогаем, в общем, это здорово вдохновляет меня. И ты замужем за китайцем, Да. который вообще никакого отношения к йоге не имеет? 100%. Как так? Ты вышла за него замуж до или после того, как начала Еще заниматься? до, да, еще до. Мы встретились до моего пути. Ты же сказала, йоги, что да. когда ты была замужем, ты к Да. этому пришла. А как твое сердце покорилось китайцу? Подожди, это очень дебильно звучит, китайцу покорилась. Мне кажется, особый вклад в популяризацию китайских женихов внес фильм Crazy Rich Asians, безумно богатые азиаты. Хотя там герой, конечно, Сингапура, не из Китая. Ты смотрела этот фильм? Да, смотрела. Ты вышла замуж до или после этого? Да, это новый фильм. Ну, собственно, вот и весь вопрос. Как ты познакомилась со своим мужем? Это абсолютно забавная история, потому что я ехала в Китай на языковые курсы, я училась на китайской филологии, хотела за год потянуть язык. И я тогда закончила отношения, я пообещала себе, что этот будет год для себя, я разберусь, что я хочу в жизни, свои ориентиры. И, в общем, третий день в Китае я решила записаться в спортзал. Я пришла туда, единственная иностранка, и я слышу, что кто-то за моей спиной обсуждает мою фигуру на китайском языке. И, конечно же, они не ожидали, что я понимаю. Я разворачиваюсь такая, типа, извините, но это невежливо, люди могут понимать. И мой на то время будущий муж, он такой, oh, sorry, excuse me, my friend. Это по-китайски говорила? Да, я говорила уже по-китайски, я понимала, о чем мне говорят. И он извинился на английском, и я так заметила, что он такой высокий, накачанный, в общем, как-то покорил меня с первого взгляда, так сказать.
И дело в том, что это ничем потом не развивалось. В общем, он извинился и все. И потом как-то я тренируюсь, он тренируется, и не просит в WeChat, хотя за 3 дня я уже поняла, что все просто просят его в WeChat, а он нет. Я так, думаю, ладно, пойду переодеваться. И потом мне закралась мысль, может, он перенервничал, может, он стесняется. В общем, я вышла обратно в зал и подхожу к нему, и уже на английском спрашиваю: подскажи, пожалуйста, где здесь уборная, потому что я новенькая, я не знаю. И он такой: давай я тебя проведу. В общем, да. И я выхожу, и он такой: можно добавить твой WeChat? И я такая: ну, конечно, ладно. И в чем я ему призналась, кстати, спустя несколько лет он действительно искренне думал, что мне нужно было в туалет. А вы сколько вместе уже? Уже 4 года. 4 года назад ты приехала в Китай. Да. И как ты считаешь, отличается вот этот вот процесс ухаживаний за девушкой в Китае? Есть какие-то отличия от того, как за нами ухаживают в России? Мне кажется, на начальных этапах не совсем отличается. Это тоже какие-то встречания, какой-то конкретный букетный период, какие-то приятные подарки. Но постепенно, мне кажется, вот мой муж, он как-то форсировал события, и очень скоро я начала ощущать себя, как будто мы были парой уже очень много лет. И когда дело дошло до свадьбы, у меня не было какого-то удивления или ощущения, что это какой-то новый этап. Вот у меня это было как, само разумеется, мы вот как бы уже вместе, вот как-то так, вот своей какой-то заботой он меня покорил, потому что китайцы действительно, они умеют ухаживать за девушками, они обволакивают тебя вот этой вот заботой, они о тебе заботятся, как о своем ребенке. Вот, я как раз хотела дальше спросить, правда ли есть такой стереотип о том, что китайцы относятся к своей девушке больше как к ребенку, то есть нянчиться, задаривать подарками, баловать или баловать, я не проверила, как это слово произносится. На примере нашей семьи я могу сказать, что это точно правда, потому что моего мужа, его родители всегда ему напоминают, что вот твоя жена, она тебе младшая, она же маленькая сестренка. Она много ты младше? Я на 7 лет младше. Ого. Да, но на самом деле эта разница не чувствуется, но все равно вот какое-то особое отношение есть, вот как будто я ребенок, который иногда это, конечно, может раздражать, потому что я уже взрослая, могу сама принимать какие-то решения, но вот эта вот сверхопека какая-то вот есть такое, какое-то трогательное отношение. Или когда я наблюдаю, например, за парами, где женщина беременна, то это вообще хрустальная ваза, это там все вообще вокруг нее вращается, это вот что-то святое. А как ты думаешь, кто больше романтичен, наши ребята или китайцы? Смотря в чем проявляется романтика, конечно, на слова китайцы немного скупы. Они больше показывают это вот действием, да, приготовить себе завтрак, погулять собаку, встретиться с работы, там, вот такое вот. А вот именно вот то, что по ушам ездить, этого немножко не хватает иногда, потому что много слов, как я тебя люблю, я без тебя умру, вот это вот, конечно, не стоит ожидать. Ну, по крайней мере, у нас так в паре было. Возможно, не буду отрицать, есть парни, которые более такие вот открытые. Ну, что романтичного делает для тебя твой муж? Ну, я имею в виду серенады, сюрпризы, воздушные шары. Я очень помню первый день рождения свой, когда мы уже были как пара. Он украсил к моему дню рождения всю комнату в горящие звездочки. Он этим занимался всю ночь. Пригадывал, это было первое и единственное романтическое событие. Потому что сейчас это все намного проще. Приходит какой-то праздник, просто что тебе нужно? Я не хочу об этом думать, я не хочу не угадать, вот просто что тебе нужно. У меня муж, я вот уже потом заметила, что он не такой романтичный, как он хотел казаться сначала. По поводу звездочек, это я потом вырежу, расскажи мне, это я тоже не скоро день рождения у парня. Вот это сейчас будет новая информация. Китай переживает сейчас настоящую гендерную диспропорцию и входит, кстати, в 9 таких же стран мира. Но что значит гендерная диспропорция? Это значит, что мужчин в Китае намного больше, чем женщин, на 30 миллионов. Это почти что население Канады. Но если в Норвегии, Швеции, это страны, которые тоже входят в этот список стран, где женщин меньше, там их меньше, потому что многие высокие должности женщины не могут занимать, поэтому уезжают из страны, то в Китае это связано как раз-таки с законом о том, что одна семья, один ребенок. Закон был отменен в 2016 году. Но раньше было так. Конечно, при таких раскладах выбор делался в пользу ребенка-мальчика. А сейчас этого закона нет, это уже не работает, но тем не менее на сегодняшний день в Китае мужчин больше, на 30 миллионов человек. Может быть, поэтому они более открыты сейчас к браку с иностранками, как ты считаешь? Мне кажется, да, это правда, потому что разговаривали даже с мужем, вот, он говорил о том, что в прошлом, во-первых, не так много иностранцев здесь было, сейчас более, все-таки, чем больше Китай развивается, тем больше иностранцев сюда приезжают.
И китайцы стали, что ли, более открыто к этому относиться. Раньше как было, китайцы все стремились в партию, куда-то вот такие вот должности занимать, и там были условия, что в семье не должно быть иностранцев. Браки с иностранцами запрещены, если ты занимаешь какую-то должность в партии, конечно. А сейчас, поскольку идет как бы такая капитализация, можно сказать, в Китае все занимаются каким-то бизнесом, ты уже все равно, кто у тебя жена, и наоборот, это только расширяет границы. Ну, это может быть даже отчасти, ну, если так можно сказать, немного престижно. Я не знаю, можно так сказать? Наверное. Я не могу сказать, что как-то... Вот, может быть, со стороны это выглядит так, но на самом деле это очень сложная работа, это не просто межкультурный брак, и действительно, я знаю пар, которые даже разводятся из-за этого. Мы, собственно, подошли к самому интересному — выйти замуж за китайца. Формальная сторона вопроса: какие нужны документы? Нужна справка о незамужестве, ее можно получить в посольстве либо в консульстве, также заверенный перевод вашего паспорта на китайский язык и, собственно... То есть загранника недостаточно, нужно, чтобы Нет, он его нужно переведен? перевести, да, на китайский язык. И затем уже документы мужа — это его ID, его книга с пропиской, и все. И самое главное же — фотографии на красном фоне. Да? Почему на красном? Наверное, потому что красный цвет — это самый популярный, самый главный, самый счастливый цвет в Китае. Это цвет богатства, радости, вообще всего. И вот на красном фоне единственное, что классно, нет никаких требований к этой фотографии. То есть вы можете одеться в какие-то смешные костюмы одинаковые, можете как пара быть, вы можете как-то прикольно накраситься. То есть неважно, какая она должна быть на красном фоне. Это совместная должна быть фотография? Да, совместная. Вы вдвоем, и у вас будет два свидетельства о браке. Одно для мужа, другое для жены, и вот там будет ваша маленькая фотография. А есть печать в паспорт о том, что ты замужем? Нет. Печать. А как узнать тогда? Никак, только есть record. И ты И потом после этого нужно свидетельство переводить на свой родной язык, идти в свое консульство и регистрировать его в своей стране. Но даже если вы этого не сделаете, ничего страшного, брак, он является легитимным, поэтому все хорошо. Странно, что нету штампа в паспорте. Как же тогда узнать? В Украине уже тоже отменили. Даже вот если два украинца женятся, уже отменили штамп. А правда ли, что в Китае жена не обязана, у нас как бы в России и в Украине тоже жена не обязана брать фамилию мужа, но в Китае как бы не принято? Да, вот здесь вообще это очень редкая практика. Я не встречала вообще людей, которые поменяли свою фамилию. У моих свекров так получилось, что у них у обоих фамилия Джан, то ему не пришлось ничего менять, а так, да, это не принято. Но ты не хотела бы поменять фамилию? Мне кажется, это слишком много манипуляций в себя включает, то есть менять там права, дипломы, вот это вот все. И мне кажется, будет прикольнее записать ребенка на, например, если двое детей, одного на одну фамилию, другого на другую, и как бы так все по-честному. А по поводу традиций, правда ли, что здесь поход в ЗАГС — это больше такой поход, типа, как в банк, нету ни обмена кольцами, никаких типа шампанского выпить в ЗАГСе, согласны ли вы, ни красивых платьев, ничего такого нет? Да, ты абсолютно права, это вот просто окошко, такой офис, никто не спрашивает, тебя заставлял кто-то, вам угрожают, точно вы ли это хотите? Нет, просто даете свои документы, ставите отпечатки пальцев, там не росписи, а отпечатки пальцев ставятся на бланке, и все вам выдают тоже никакой торжественности, ничего, потому что это разные события, регистрация брака, свадьба и свадебная фотосессия, это вообще вот здесь хронология событий абсолютно другая. Свадьба — это очень такое важное событие у китайцев, это бронируется огромный отель, там где куча столов, приглашается там от 200 до 500 гостей. А если не столько гостей? Ну и друзей. Найдутся. Они даже приглашают, например, одноклассники родителей. Нет, вот все, кого знают. Кого знают, всех приглашают. И иногда пары, даже если они с разных провинций, у них может быть одна свадьба у жениха на родине и одна у невесты. И еще третья, например, там, где они живут, для друзей. То есть вот настолько это может растянуться, действительно, празднование на целый год. Сколько стоит такая свадьба? Я даже боюсь посчитать. И платит жених? Платят родители мужа, но как это вот все устроено, для чего много людей приглашают? Потому что они ходят друг к другу на свадьбу, и ведется подсчет того, сколько кто денег подарил. На свадьбу можно дарить только красные конверты. И вот вы знаете, что вы пошли к каким-то чхенам и подарили им 1000 юаней. Красные конверты — Красный это конверт с деньгами. Да. И когда чхены приходят к тебе на свадьбу, они должны... приходит? Ну, вот вы каким-то чхен пошли, да? Ну, допустим, джаны какие-то. Ну, допустим, кому-то. Вы к ним пошли, у них в
тетрадке будет рекорд, что вы им подарили 1000 юаней. Серьезно? Да, Бухгалтерский обязательно. учет? Да, там сидит отдельная женщина, которая записывает, кто сколько принес. И потом, когда они будут идти к вам на свадьбу, они будут знать, что они должны подарить не меньше 1000. То есть вернуть вам эту 1000. То есть, по сути, это круговорот денег в Китае. И они вот сколько вкладывают в свадьбу, в принципе, они практически все отбивают вот за счет такого количества гостей. То есть принято только деньги дарить? Только деньги, А да. хрустальный вот этот набор, фарфоровая Это посуда? только если друзья, может быть, знают, что вам нужно, какие-то молодые, да, вот пары, они могут вам какой-то подарок принести, а так в основном только деньги. А квартиры дарят? Ну, родители, например, дом, квартиру, машину? Ну, есть такое, в общем, тенденция в Китае, то, что если рождается сын, то родители пытаются ему обеспечить к взрослой жизни своим жильем, машины, например, что к тому времени, когда он хочет вступить в брак, у них уже было свое жилье. Это, кстати, правда, что он не может, мужчина не может вступить в брак, если у него нет своего жилья, машины там, и какой-то суммы денег? Мне кажется, в каких-то традиционных семьях действительно это правда. В маленьких городах это вот действительно такой вот показатель надежности, намерений серьезных мужчины. А в больших городах я знаю очень много пар, которые женятся и живут на съемных квартирах отдельно от родителей. То есть это тоже немножко отходит, но я уверена, что в маленьких городах действительно так и есть до сих пор. А вы свою свадьбу отмечали не в Шанхае? Нет, у нас была свадьба на Бали. У нас была, да, не традиционная свадьба, потому что у нас было всего 10 человек. И да, она у нас Очень была... нетрадиционно. Да, ну по сравнению с китайской свадьбой, да. И это было спустя 1,5 года после регистрации брака. Почему так долго? Вы просто решили подождать? Да, мы решили ждать, не торопиться, потому что мы вообще даже не знали, хотим ли мы эту свадьбу. И предложение он мне сделал спустя, кажется, 5 месяцев после регистрации брака. Ну, то есть вот настолько все запутано. То есть я никогда не требовала то, что так, где мое кольцо, где мое официальное предложение. Но мой муж считал, что у него какой-то незакрытый гештальт, что это нужно сделать. И вот спустя 5 месяцев с какой-то поездки он просто сделал мне предложение. А предложения в Китае делают так же, как и у нас? Кольцо, колено? Да, здесь вот больше вот на западные манеры. Они знают, что должно быть 2 кольца, например, одно помолвочное, другое уже потом на свадьбе. Уже как бы китайцы вот это подхватывают волну. И да, у нас свадьба была спустя 1,5 года на Бали, но после этого по возвращению мы там сняли видео красивое, вот наши близкие родители и друзья приехали туда, и после этого, когда мы вернулись в Китай, мы собрали такой обед с родственниками, где показали им фотографии, приняли красные конверты благодарности и, в общем, разошлись. Но я не надевала красное платье, у меня не было церемонии Красное больше это в Китае. принято в Китае красное платье. Да, опять-таки. Не белое. Ну, это вот традиционное красное, и вот сейчас уже невесты, они объединяют два. Вот они утро начинают в красном традиционном, и потом уже на банкет они переодевают уже такое вот западное, белое, пышное. А почему вы решили на Бали отмечать? Потому что магический остров такой? Да, я не знаю, я еще была в школе, я не знала, где территориально находится Бали, в какой вообще части света, но я из журнала вырезала картинку, и я мечтала поехать на Бали. Я не знаю почему, ни в Америку, никуда, вот у меня было Бали. И вот когда пришло время, вот где свадьбу делать, мы рассматривали Италию, либо Бали, ну, конечно, Бали. Но у вас была прямо церемония на Бали? Да. У нас, мы просто клятвами обменялись, у нас был ужин, фотосессия с родными, съемка видео. Хотя бы на Бали вам задали вопрос, согласны ли вы? Мне кажется, это просто так трепетно, вот это вот посмотреть в глаза друг друга и сказать «да», и мне все время кажется, что я запнусь и растеряюсь. Нет, мы решили не исключить эту часть церемонии, мы просто друг другу прочитали письма, которые мы подготовили, сказали эту речь милую. Мой муж даже выучил несколько фраз на русском к этому событию, все были просто умилены этому, в общем, все равно было очень трогательно и трепетно. Хотя мы вот эти вот слова, я согласна, так друг другу не сказали, поэтому мы с ним договорились, что на нашу 5-ю годовщину мы снова вернемся на Бали, чтобы наконец-то снова вот обменяться клятвами и сделать это еще раз. Да, Бали очень-очень магический. Я хочу сказать, что мне повезло, потому что у меня муж учился в Америке, и вообще у него семья очень открыта, как бы не слишком традиционно, то есть никто не навязывает свое мнение, и вот даже мой муж, вот все говорят, что он какой-то не китаец. Вот ты с ним разговариваешь, он какой-то не китаец. Начнем с того, что мы не разговариваем по-китайски друг с другом, хотя я говорю на китайском. Мы настолько привыкли уже на английском, что это стало нормой. И вот какие-то такие вот чисто китайские штучки у нас отсутствуют. У нас там куриные лапы не готовятся дома. На каком языке вы будете разговаривать со своими детьми? На китайском? Я очень надеюсь, что
я буду говорить с детьми на русском, мой муж будет говорить на китайском, ну и в среде там они будут говорить по-английски. Класс. Потому что я очень хочу, чтобы наши дети могли говорить на китайском языке. Но, наблюдая за своим мужем, я действительно понимаю, что нужно будет отправлять к бабушке и дедушке, потому что на него надежды нет, он иногда забывает просто элементарные слова. Поэтому я буду стараться вкладывать в две культуры, потому что все-таки есть бабушки, есть дедушки. Я бы очень хотела, чтобы у них была тесная связь, чтобы они могли общаться, потому что, мне кажется, это очень круто, когда ты можешь с рождения говорить на нескольких языках. Это очень круто, и я это очень поддерживаю, и тоже очень бы хотела, чтобы мои дети были билингвами. Но мне придется самой их учить, потому что мой муж будущий тоже русский. Ты когда-нибудь могла подумать, что ты выйдешь замуж за китайца, будешь жить в Китае, и ты здесь планируешь оставаться жить или нет? Нет, к сожалению, мы уезжаем из Китая уже очень скоро. Мы планируем иммиграцию в другую страну. В третью, да, страну. Не в Украину, да, и не в Китай, потому как я понимаю своего мужа. Ему действительно тяжело с женой иностранкой, это все ее проблемы нужно решать самому. Плюс какие-то бюрократические нюансы. Все-таки Китай не открытая страна для иммигрантов, они не принимают новых граждан. И я всегда себя здесь буду чувствовать чужой. То есть ты не можешь стать гражданкой? Нет, КНР? не могу. Я могу только получить грин-карту и все. У меня будет китайский ID, но у меня не будет, например, иностранного паспорта. И плюс здесь мы живем в Шанхае, да, это вот один из самых дорогих городов в Китае. Здесь цены на недвижимость просто нереальные. Более того, если у тебя нет китайского ID, ты даже не можешь ее купить. Даже если у тебя есть деньги, ты не сможешь купить это жилье, потому что у тебя нет шанхайского ID. А дети, которые рождаются в смешанном, в межкультурном, я имею в виду, точнее в межнациональном браке, они граждане? Да, может получить, страны? если он родился на территории Китая, он может получить китайское свидетельство о рождении, и тогда, да, у него будет паспорт, у него будет гражданство, все остальное. Но мы, если честно, не видим наших детей в Китае, потому как есть слишком много серьезных вещей, с которыми мы не согласны. Как бы нам комфортно и прекрасно не было в Шанхае, как бы здесь все не было налажено, все-таки вот для будущих, для детей, для какой-то более стабильной жизни мы выбираем другую страну. Еще расскажи, пожалуйста, мы как-то упустили в начале, совсем вскользь поговорили о йоге, о твоей школе йоги для беременных и не только вообще в принципе, а вот этом женском клубе, который ты организовала. Расскажи поподробнее. Да, я занимаюсь тем, что я преподаю йогу. Также я готовлю женщин к беременности и непосредственно к родам. Я работаю с помощью медитации, глубоких обезболиваний, дыхательных практик, пения в родах. Я также могу сопровождать в родах. Я могу быть поддержкой и удаленно, например, потому что в условиях коронавируса так и получилось. И также, если в Шанхае, если госпиталь позволяет сопровождение, то я помогаю женщинам непосредственно в процессе. То есть мы говорим о родах традиционных, которые происходят в больнице, это не домашние роды? Нет, к сожалению, на территории КНР запрещены домашние роды, и в случае таких родов могут отказаться выдать свидетельство о рождении. Не совсем традиционная женская йога, она больше направлена на работу с женским телом, это раскрытие тазобедренных суставов, подвижность таза, улучшение работы внутренних органов, нормализация гормонов, то есть это все связано. Да, на самом деле. Да, работа с энергией, также медитация, успокоение ума. Я преподаю как и очно в Шанхае, у нас есть группа, и также я преподаю онлайн девчонкам. А можем мы тогда, пожалуйста, разыграть, может быть, твою тренировку? Конечно, я буду только рада. Спасибо. Да, можем разыграть онлайн тренировку в реальном времени со мной и также записи для тех, кто участвовали. Ребята, тогда я оставлю все подробности этого розыгрыша у нас под видео. Скорее всего, нужно будет репостнуть, прокомментировать, поставить лайк, подписаться на канал. И генератором случайных чисел, либо Настя сама выберет победителя, и мы разыграем 2 тренировки офлайн и онлайн. Спасибо тебе большое, Настя, за то, что ты нашла время сегодня. Спасибо, прийти. что пригласила. Мне было очень интересно. Спасибо тебе большое, я немного расстроилась. Чего? Да что вот эти мыши шастали. We laugh, we joke, we sing. What a beautiful day.